Богатый бизнесмен, уставший от множества дел, зашел в ресторан, чтобы пообедать. Он заказал свое любимое блюдо и стал ждать. Когда официант принес еду, он с нетерпением принялся за нее, не замечая ничего необычного. Но в этот момент в ресторан вбежал мальчик с бледным, испуганным лицом и закричал: «Не ешьте это!». Все в ресторане замерли, а бизнесмен, не понимая, что происходит, остановился и посмотрел на мальчика. Мальчик, обратившись к нему, сказал: «Я видел, как что-то подсыпали в вашу еду. Через окно. Я уверен, что это яд». Бизнесмен отложил вилку и задал вопросы: «Ты уверен? Кто это сделал?» Мальчик кивнул и поспешил объяснить. Он рассказал, что видел, как человек, который сидел рядом с его матерью, передал порошок официанту. Через окно он заметил, как тот подсыпал его в блюдо бизнесмена, когда тот был занят разговором по телефону. Мальчик не знал, что именно это было, но он был уверен, что это опасно. Поняв, что ситуация серьезная, бизнесмен сразу позвал официантов и сообщил полиции. Однако, несмотря на то, что это выглядело как немалый сюрприз, он не мог не заметить странности в поведении подозрительных людей в ресторане. Один из них пытался улизнуть, но был остановлен сотрудниками заведения, а другие пытались давить на мальчика. Полиция вскоре прибыла на место и после допросов и проверки выяснила, что конкуренты бизнесмена организовали попытку отравления, чтобы устранить его с рынка. Несколько человек, среди которых были и работники ресторана, были задержаны. Вскоре выяснилось, что они сговорились отравить бизнесмена, подсыпав яд в его еду, рассчитывая, что он не заметит. Когда расследование завершилось, бизнесмен захотел отблагодарить мальчика за его храбрость. Он узнал, что тот с матерью живут в бедном районе города, и решил помочь им, но не так, как это было бы принято в сказках. Он организовал им помощь, предложив мальчику учебу и обеспечив им жилье в более безопасном районе, но не в элитном квартале, в одном из новых жилых комплексов с хорошей инфраструктурой. Он хотел, чтобы они начали новую жизнь, но не чувствуя, что они обязаны ему. Мальчик и его мать были благодарны, но по-настоящему удивились, когда поняли, что этот поступок был не актом жалости, а именно заботы о будущем. Бизнесмен также предложил мальчику стипендию, чтобы тот мог учиться и стать кем-то большим, чем просто ребенком из бедного района. Хотя все завершилось благополучно, бизнесмен задумался. Его жизнь могла бы быть совсем другой, если бы не этот случай. Он понял, что иногда самые большие испытания приходят оттуда, откуда не ожидаешь, и что настоящая доброта часто оказывается гораздо более важной, чем даже деньги и власть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.